Армяне говорят, что Армения это по-русски, а по-армянски Хаястан, используя при этом персидский суффикс «стан». Внимание, вопрос. Найдите, пожалуйста, с суффиксом «стан» страну, кроме Армении, но чтобы это была христианская страна. Название, чтобы было по-русски. Например, Узбекистан, Таджикистан, Татарстан, Кыргызстан. Найдите теперь «стан», чтобы была христианская страна. Разбирая слово «Хаястан», я понял, армяне использовали суффикс «стан» раньше всех. Но давайте по порядку. Одним из примечательных лингвистических явлений является тот факт, что армяне стали первым народом, включившим иранский суффикс «стан» в этническое самоназвание своей страны Хаястан, что в буквальном переводе означает «земля армян». Это имеет значение как для исторической лингвистики, так и для изучения культурных связей между иранским и армянским мирами. Суффикс «стан» восходит к древнеиранскому корню «стана», происходившему от глагола «ста» – «стоять» и означает «место, земля, страна». Он зафиксирован в древнеиранских языках, включая авестийский и санскрит, но использовался преимущественно в описательных или ритуальных выражениях, а не как часть этнонимов. В парфянском языке, официальном языке аршакидской державы, суффикс встречался, но в названиях государств не применялся. Парфия называлась Партхава или Аршаган, но не Парфистан. На территории Армении форма Хаястан, по-видимому, утвердилась в период правления армянской ветви аршакидов 1-4 век нашей эры. Эта династия, происходившая из Парфии, принесла с собой ряд культурных и языковых заимствований, в том числе в географической терминологии. Суффикс «стан» был включен не в административное, а именно в этническое наименование, что отличает армянский случай от более поздних примеров. Первое достоверное письменное упоминание Хаястан встречается у Мовсеса Харинаци V век. Однако контекст показывает, что слово уже было устоявшимся, вероятно, с начала нашей эры. В Персии суффикс «стан» стал широко использоваться лишь при сасанидах III век нашей эры в названиях регионов вроде Сакастана, Харасана и Гилистана, но не в названиях страны, которая именовалась Иран-Шахар, царство иранцев. В 20 веке «стан» стал элементом названий республик Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других. Эти названия были оформлены в советский период и не связаны с древнеперсидской традицией. И, кстати, армяне начали называть свою страну Хаястан за несколько столетий до появления ислама в VII веке. Центральноазиатские республики не являются мусульманскими государствами, они светские по конституции, а христианских стран в современном мире не существует вовсе. И, наконец, вторым государством, использовавшим суффикс «стан» в названии, стал Афганистан, но произошло это минимум через 1500 лет после Армении. Камран Азамовар в своем видео иронизирует над теми, кто называет албанские храмы построенные 100-200 лет назад. Он утверждает, что это смешно, поскольку, по его словам, Кавказская Албания прекратила свое существование в 821 году. Однако такая подача вводит в заблуждение и искажает хронологию. Вы знаете, не только среди армян есть люди, которые вообще ничего не понимают в истории, но, к сожалению, и среди азербайджанцев. Когда мои соотечественники видят какой-то храм, которому 150-200 лет, и говорят «Албан кельсяси», «Албанский храм», «Албанский храм», это вызывает смех. Ай, люди! Албания перестала существовать в 821 году от Рождества Христова. Мин и чузиль Албания йохту. Нету Албании 1200 лет. Как может какая-то церковь, которой 200 лет, быть албанской, если 1200 лет нет Албании? Вот храмы в Гахе, вот эти 6 церквей, да, это албанское наследие, 6 век, 5 век. А вот эти вот армянские церкви в Шуше, в Гянже, в Баку, это армянские церкви. 150-200 лет назад разрешили строить, они и построили. Имчан верди, олар да тихтилер, да, но не тупите, да. На деле, как независимое государство, Кавказская Албания перестала существовать еще в 461 году. Тогда Сасанидская Персия ликвидировала ее автономию и включила в состав империи как марспанство, военную провинцию. Формально царь остался, но стал подчиненным должностным лицом, не обладавшим реальной властью. Таким образом, еще с V века Албания теряет статус самостоятельного политического субъекта. Следующий ключевой этап – 705 год. После завершения арабского завоевания региона были ликвидированы даже формальные остатки царской власти. Одновременно была упразднена и албанская апостольская церковь. Ее структуры были подчинены армянской апостольской церкви, и с этого момента все христианские приходы на территории бывшей Албании канонически подчинялись армянскому католикосу. Это означало не просто смену церковной иерархии, а
фактическое исчезновение албанской церковной традиции как независимой и самобытной. Дата 821 год, на которую ссылается Камран, не имеет отношения к самому существованию Албании. Она связана с последним упоминанием династии Михранидов, потомков албанских правителей, происходивших из иранского рода Михран. Эти наместники были поставлены сасанидами, а после арабского завоевания частично сохранили административные функции. Однако царями они уже не являлись. Таким образом, утверждение Камрана, будто Албания существовала до 821 года, исторически некорректно. Если он считает именно эту дату границей исчезновения Албании, то все храмы, построенные позже, действительно не могут быть албанскими. Но по факту политическая Албания исчезла в 461 году, а ее церковь в 705 году. Соответственно, говорить об албанской архитектуре после начала 8 века ошибочно. Если же он имеет в виду подлинные албанские храмы, например, Гумскую базилику, церковь в Ликите, храмы Кюрмюк и Мамрух в Гавском районе, то в этом случае он прав. Эти постройки 5-6 веков действительно относятся к архитектуре Кавказской Албании. Их албанское происхождение признается международными исследователями и не ставится под сомнение даже в армянской академической среде.